Создание славян. Почему известный историк отрицает славян как отдельный народ? Из всех европейских народов, у славян самая малопонятная история, несмотря на века ее изучения и попытки решить наконец этот вопрос. И дело не в уникальности славян, а в полном информационном вакууме о них до VII века нашей эры, из-за чего народ с таким именем и признаками просто отсутствует в Европе. Такого нет у прочих народов Европы, даже у соседей. Германцы, сопоставимые по численности и территории, вполне достоверно изучены до времен Бронзового века и прихода в Европу. Балты тоже известны, более того, отмечены и греческими историками с самых древних времен. Славяне появляются из ниоткуда, как будто пришли в регион извне. Американский историк Флорин Курта, имеющий большой академический вес, еще 20 лет назад издал книгу о своем взгляде на этот вопрос. В ней он дал свой нетривиальный ответ на историю славянства, который вызвал бурю гнева в патриотической и псевдонаучной части историков славянского мира. В книге он попытался ответить на вопросы, которые уже многие века неразрешимы для истории славян. Почему до VII века славян, племени с таким названием и признаками, не знают ни античные историки, ни римские писатели, ни даже соседи, освоившие письменность, прежде всего сарматы и готы? Почему славянские археологические памятники находятся между памятниками совершенно иных культур, как бы в смеси? То есть, например, на восточной границе германского мира есть определенные признаки германцев на предметах быта, они остаются на всем ареале их обитания, только на границе появляются иные. У славян же пражская культура, условно древние славяне, перемешана с явно другими, затем снова встречаются славяне, затем опять смесь и так далее. Почему славяне в греческих источниках имеют очень плохое оружие, слабо воюют на фоне народов соседей, а уже через несколько веков становятся вполне успешными завоевателями? Как будто они откуда-то пришли, в чем были, и с голыми руками, и долго копили ценные навыки. Почему славянский язык несет в себе следы не только соседей, балтов и иранцев, но и таких далеких италиков, готов, венедов и даже каких-то алтайских языков? Почему греки называли славян эсклавия, что буквально означает раб, пленник, и это имя перешло к западным народам, а спустя сотню лет на мусульманском востоке славян именуют сакалиба, что опять означает раб? И как это позорное имя могло стать самоназванием народа? Курта базируется на обширном археологическом и летописном своде данных, причем, как у представителя западной школы, у него нет необходимости доказывать уже давно известное, что черняховская культура – это готы, а не славяне, на чем базируется российская историческая традиция, что позволяет сильно упростить и удлинить историю славян. Он менее пристрастен. Итак, что же нашел и предложил Курта для объяснения указанных тайн? Славяне до VI века могли проживать только в Европе, в современной Словакии, Венгрии, Беларуси. Прочие земли были достоверно заняты другими народами и не могут стать предками славян. Это отменяет древние гипотезы, что славяне пришли с гуннами из Азии, как считали во времена Ломоносова. В земли славян регулярно поступают разного рода пришельцы из других областей. Миграция кельтов, которые, спасаясь от Рима, уходили на восток и дошли аж до нынешней Турции, прежде всего имеются в виду бои в Чехии, кельтоскифы Украины и, главное, мощнейшая миграция бастарнов, которые проиграли войну с Римом. От них славяне получили мощный пласт кельтских элементов в культуре, от формы изделий, кузнечных приемов до названий рек. Венеды, которых ошибочно считают предками славян, на деле же это аборигены Европы, близкие к этрускам и иллирийцам, дальние родичи италиков. Проживая вдоль крупных рек, Вене, индоевропейский корень слова «вода», они были ассимилированы на юге италиками, а в Центральной Европе славянами и германцами. Сарматские племена, прежде всего языги, которые в поисках пастбищ для кочевий доходили до Дуная и Венгрии. Они принесли с собой зороастрийскую терминологию и обычаи, которые отмечают у славян в самом архаичном слое, ставя в тупик ученых о местах контакта Ирана и славян.
остатки фракийских и дакийских племен, осколки гуннов и булгар, а также их рабы со всех уголков Европы, бежавшие к варварами. Германские племена вандалов и готов, которые прошли через всю Европу, одни с севера на юг, вторые с востока на запад. Их военная и управленческая терминология до сих пор остается в русском языке. Разнообразнейшие римские колонисты, беглые рабы, купцы, вельможи, попавшие в опалу, разбойники и авантюристы, да и просто уставшие жить в Римской империи, решившие обменять ее на варварскую чистоту нравов. Они принесли с собой славянам римские меры веса, которые долго озадачивали историков, не понимавших, где могли славяне контактировать с Римом, что взяли точные аналоги римских торговых маркеров. Крепостная линия сохраняла Рим от набегов варваров, но в то же время манила их. Пишут, что варвары живут за линией, но одновременно не уходят от нее далеко, так как это удобно для торговли, набегов или как возможность попросить Рим о защите в случае агрессии соседей. В итоге для греческих писателей встала проблема: как назвать этот разнообразный сброд людей всех племен империи и барбарикума? Они вышли из разных мест, говорят на разных языках, верят в разных богов, но при этом ведут общий образ жизни. Это не кочевники-сарматы и не воинственные германцы, а что-то между. И так как бедность их жизни была очевидна, многие знали на себе римский хомут, а восстание бастарнов было еще и большим восстанием рабов, греки и назвали эти племена экславия, эсклавой, упростив затем до склавы, склавины, то есть бывшие рабы и пленные. Этноним «эсклавия» происходит от византийского слова «склавос», означавшего военнопленного раба, которое, в свою очередь, восходит к греческому глаголу «эклав» — обдирать, лупить, брать в качестве добычи. И теперь становятся понятны странности славянского языка, мешанина из языков далеких друг от друга народов на общей балтославянской основе. Это был всеобщий язык для людей, собравшихся в одном месте волею случая и вынужденных как-то общаться между собой. А термины брались из тех языков, где умения были более развиты: кельтские у кузнецов и оружейников, готские для войны и управления, славянские в земледелии и так далее. Схожая ситуация была в Америке, где африканским рабам, которых свозили из разных частей Африки, также потребовался некий общий язык для общения между собой. Так родился пиджин – смесь английского, французского, африканских диалектов и языков индейцев. Исследователь-лингвист умело доказывает, что славянский язык – это изначально диалект западных балтов, которые попали под влияние италиков и кельтов, и так сформировали некий новый язык, ставший славянским. А откуда же алтайские языки? Их тончайшее, едва уловимое влияние в славянских языках нашел гениальный лингвист Хенрик Бернбаум. От него осталось лишь несколько слов, которые проникли в славянские задолго до контактов с тюрками и монголами, например, телега и харуквь, монгольские заимствования еще до монгольского нашествия. Алтайский эффект нашли в артикуляции, своеобразном акценте, способе произнесения слов, не характерном для прочих языков. Как будто какие-то чужаки говорили на славянском, немного коверкая, и это стало языковой нормой, как было в английском при французских завоевателях из Нормандии. Его занесли авары, больше никто из Алтайского региона не контактировал со славянами в тот период. Имя склавины было просто византийским изобретением, призванным придать смысл сложной конфигурации этносов на другой стороне северной границы империи. Откуда взялись авары на голову славян, известно давно. Они бежали от тюрок, проиграв им войну на Алтае, хотя ранее были их хозяевами. Как сейчас очевидно, авары не были монголоидным народом, это потомки сибирских скифов, а также древних андроновцев, родственников персов и медийцев. Их облик был европеоидный у большинства, хотя верхушка и женилась на монголоидных принцессах, а вот язык уже мало походил на наречие славян. Авары, добравшись до границ Византии всего с 20 тысячами выживших всадников и почти без женщин, отогнали из степей остатки гуннов, сармат и булгар. И обнаружили многочисленных славян, которых они поработили и сделали тараном для ударов по Византии и франкам.
Горация Ланд, Хенрик Бернбаум, Прицек, Флорин Курта отметили связь распространения славянского языка с границами аварского каганата буквально в четких границах. Где славяне, там и авары. Вероятно, авары нуждались в общем языке для общения со своими подданными, а также ассимиляции способствовал институт наложниц и их детей от авар. Как пишут летописцы, авары приходят зимовать к славянам и берут на ложе их дочерей и жен. Смешанные браки дали многочисленное потомство, которое в современной Чехии решило обособиться от отцов, не желавших давать им равные права, и восстало под предводительством Сама, провоевав 30 лет с аварами. Таким образом, получается, что славян действительно создали в Византии. Западные балты – осколки разных варварских племен и рабов Рима, захваченные аварами и оттого вынужденные научиться воевать за них и за себя. Потому так необычен язык, потому народ с таким именем появляется из ниоткуда, потому сначала он очень слаб, потому его ареал обитания широк, но в нем нет единства культур, а рядом всегда оккупанты. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.